Здорово! После ваших многочисленных комментариев я решил взять для обзора супербюджетный игровой ноутбук. Мне слабо верилось, что ноут за $850 может быть чуть ли не идеальным для нетребовательного геймера. Acer Aspire 7 и еще куча цифр дальше. У меня самая младшая модель без SSD, топовой видяхи и даже без Core i7. Тонкий, относительно мощный, не шумный, да еще и с хорошим дизайном. На борту у него i5-7300HQ, мобильный 4-ядерный процессор с частотой 2,5 ГГц в стоке и 3,1 в режиме Turbo Boost. Помимо встроенной графики HD 630, в нем есть полноценная GTX 1050, точно такая же, как в ПК сына маминой подруги. Оперативной памяти прям жесткий геймерский минимум, 8 ГБ одной планкой и с частотой 2400 МГц. Однако в будущем можно добавить еще один модуль и улучшить производительность за счет двухканального режима. Вот чего здесь не хватает, так это SSD. Но я специально взял младшую модель, чтобы показать, с чего можно начать. Терабайтного диска хватает с головой и для программ, и для 5 самых огромных игр. Да, от этого может пострадать быстродействие системы в целом, но докинуть прямо сейчас $50 или докупить SSD в будущем отдельно вам никто не запрещает. Ложка дегтя, без нее никуда. Кнопка включения и выключения и материалы корпуса. Рассмотрим по очереди. Более чем уверен, что ноутбучные бояре поначалу будут часто выключать ноутбук вместо запуска диспетчера задач. Ведь на стандартном месте кнопки Delete находится кнопка с узнаваемым знаком. Ведь можно было ее вынести отдельно. Ребят, подскажите в комментариях, в чем прикол такого расположения. Вторым не очень приятным моментом является очень маркий корпус. Но это касается только металлических частей на крышке и по периметру клавиатуры. Зона вокруг дисплея и нижняя крышка пластиковая и не собирают отпечатки. Я специально не вытирал ноутбук последние 2 дня, чтобы вы оценили алюминиевое покрытие и его маркость. В общем, не советую садиться за ноутбук с едой или жирными руками. Пройдемся по портам. С левой стороны Ethernet, обычный USB Type-C, HDMI, карт-ридер и USB 3.0. Справа 2 USB 2.0, разъем для зарядки и спаренный разъем для наушников и микрофона. Если у вас наушники и микрофон подключаются отдельно, придется использовать переходник. Воздухозаборники поместились снизу корпуса, а горячий выходит в обратную от пользователя сторону. Пиковая температура подладонной поверхности 45 градусов. Неприятных ощущений не вызывает, но выше было бы уже некомфортно. Модуль Wi-Fi работает по технологии MIMO, но с моим домашним роутером максимальная скорость была только 141 мегабит в секунду. Блок питания мощностью 135 Вт, средних размеров и не очень тяжелый. Носить с собой не составит труда. Кстати, на проводе я нашел вот такой бонус в виде держателя для провода мышки. Или может быть у него другое предназначение. Если вы боитесь за сохранность своих данных или есть что прятать от домашних, то помимо основного пароля для операционной системы, себя можно защитить модулем Fingerprint, который работает как часы. Тачпад стандартный, придумывать сказки не буду. Во время тестов я лично использовал мышку. Клавиатура мембранная с небольшой тактильной отдачей при срабатывании. Есть подсветка, причем кириллица и латиница подсвечиваются одинаково хорошо. Экран 15 дюймов, Full HD, IPS, частотой обновления картинки 60 Гц. В общем-то вполне стандартно для нынешних ноутбуков. Разве что рамки хотелось бы поменьше, раза так в 2. Не, лучше в 3. Хвалить или ругать экран не за что. С таким железом 144 Гц ни к чему, разве что в Dota или CS, но и то спорно. Давайте посмотрим, что там за цифры в играх. Тестирую все игры, как всегда, с прогоном по 5 итераций, чтобы минимизировать погрешность. GeForce Experience на такой видеокарте все же влияет на показатели, поэтому тесты проводились отдельно. Начнем с тяжелых игр. Assassin's Creed Origin. Настройки графики минимальные, Full HD. Смотреть на статоры в бенчмарке полбеды, другое дело терпеть консольный FPS. В целом, стиснув зубы, при 44 FPS в среднем можно играть. Far Cry 5 определила, что ноутбуку нужны тоже минимальные настройки графики. Окей, погнали. Средний FPS в районе 47 кадров, минимум 36, максимум изредка доходил до 57-59. Минимальный 1% был 38 кадров. Стабильный плавный геймплей, хоть и с невысоким FPS. Мое заключение: играбельно. GTA 5 у меня уже была скачана, поэтому протестируем и этот открытый мир. Автоматические настройки. Бенчмарки дело хорошее, но иногда хочется и экшена. Центр города, чит на оружие и бессмертие. И за 5 минут веселья получаем в среднем 62 кадра. Минимальный 1% был около 38 кадров, что вполне комфортно даже для онлайна. Пока тестировал PUBG, на этом ноутбуке удалось даже взять топ-1. Из-за недостаточной оптимизации были моменты, когда FPS падал даже ниже 10 кадров. Так что для этой игры брать этот ноутбук я бы не советовал. Средние показатели у вас на экране. На десерт CSGO. Игра автоматически определила мне настройки. И если вам покажется, что кадров маловато, то можете спокойно
снижать все в минимум, ведь на 15-дюймовом экране сглаживание только съедает FPS. 103 кадра в среднем, без просадок ниже 89. Достойный результат, но у тебя на GTX 450 все 300, я знаю. По температурам и шумовым характеристикам все отлично, как для игрового ноутбука. 84 градуса по самому горячему ядру в пике. Конечно, я не стал бы его использовать на руках или положив на одеяло, а вот дополнительную охлаждающую подставку купить не мешает. Покупать ли такой ноутбук, решайте сами. Я же упрощу вам задачу, оставив ссылки на похожие модели в описании. Жду вашего царского лайка за обзор бюджетного ноутбука. Меня зовут Артем, увидимся. Точно такая же, как в ПК сына маминой подруги. Покупать ли такой ноутбук, решайте сами. А я же упрощу вам задачу и оставлю все ссылки на похожие модели в описании. Жду вашего царского лайкосика за обзор бюджетного ноутбука. Меня зовут Артем. Увидимся.